Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. События на пороге. События до конца февраля. Цыганский старинный пасьянс. Как изменится ваша жизнь. Вот давайте про события на пороге мы узнаем у карт пасьянса. Именно на пороге каких событий вы стоите. Вот это то, что как середина февраля. И что же произойдет до конца февраля, какие основные позиции и что будет меняться. Может быть, это изменит и вас, и вашу жизнь. А может быть, кто-то из вас вообще захочет чего-то совершенно нового. У вас сейчас достаточно сильная позиция. Сейчас как будто планетарные транзиты на вашей стороне. И у вас и потом, после даже, когда планета Юпитер перейдет в знак зодиака Лев, это произойдет летом. Но вы сейчас можете словно подводить какие-то итоги, с чем-то определяться. Но в целом это стабилизация. И у нас февраль, именно февраль, удивительный месяц, который может быть полон метаморфоз и каких-то наших очень важных решений. Но это явно не как всегда. События, планетарные транзиты подводят нас как к итогам каким-то или к тому, что мы должны что-то пересмотреть, не будет так, как раньше. Это хотя бы потому, что очень важные планеты, к примеру, такая планета, как Сатурн, это владыка времени, владыка, мы говорим, кармы, это порядок, это дисциплина, четкие правила, законы, власти и где-то организация нашей собственной жизни. Так вот, Сатурн переходит 16 числа, 14, прошу прощения, в знак зодиака Овен, а 16 числа он встречается в Овне вместе с планетой Нептун. А Нептун это все наоборот. Если мы говорим Сатурн, это границы. А по Нептуну это никаких границ, это что-то размытое. Но это и планета мечты, планета интуиции. Это жизнь, которая через ощущения. Поэтому мечтать очень важно где-то. Но, видимо, вот эта новая конфигурация, как новый смысл жизни. Вот у кого-то может даже так более глобально. 17 числа это не просто дата новолуния, но это еще и одновременно тут сопровождается солнечным затмением, но также открывает коридор затмений, который будет длиться до 3 марта. 26 февраля. Важная дата сама по себе, поэтому просто будьте внимательны к этой дате. Это может быть и ваш какой-то собственный инсайт, может быть, и касается творчества, или конкретно какие люди, какие вопросы будут в этот день. Подмечайте, могут быть подсказки. А 28 февраля у нас с вами мы называем такое явление планетарное выстраивание, как парад планет. Вы представляете, какой насыщенный месяц февраль, именно вторая половина. Какой-то элемент перезагрузки нашей собственной. Нам самим хочется уже каких-то выводов, порядка или новой организации. И все, пока я с вами говорю, смотрю на карты, что же тут у вас совпадает. Вот смотрите, вопросы дома. Ну, по первому ряду я не вижу тут совпадений. Домашний очаг – это вопросы самого по себе жилища, дома, да, стены, может быть, но это и домочадцы. Может быть, это связано у кого-то буквально купля-продажа недвижимости, кто-то дома наводит порядок, почему нет, кто-то задумал делать ремонт или задумал переезд. Ну и одновременно, вот смотрите, как будто казенный дом, да, или вот книга – это олицетворение организации, имеется в виду каких-то инстанций, конторы, службы, официальные лица, куда мы отправляемся либо получить консультацию или что-то разузнать. Это люди, с которыми мы сталкиваемся, чтобы, может быть, какое-то дело обустроить. И у вас выпадает, вот будьте аккуратны. Может быть, и придется, доведется, да, много каких-то взаимоотношений, может быть, даже новых выстраивать с совершенно новыми людьми, потому что вам нужно решить какой-то вопрос. Но тут нельзя оплошать. Змея – это всегда что-то затаившееся, то, что мы не видим. И это может быть где-то элемент внезапности. Конечно, у нас пока еще, кстати, не сказала, 17 февраля, мои дорогие, у нас еще продолжается год змеи, а 17, да, вот начало коридора затмений и начало нового года по китайской астрологии, года лошади, смена эпох, это правда. Но какой-то змеиный режим вам самим не помешает, это факт. Потому что, как я сказала, новые люди или какие-то новые ситуации жизненные.
новые контакты. Поэтому было бы, ну, неблагоразумно, как все карты о себе раскрыть. Точно, потому что тут, смотрите, тут есть человек, который словно за вами, маска, наблюдает. Это тот, который нам может что-то говорить приятное или давать какие-то советы, которые нам импонируют или нам приятно слышать. А на самом деле реальность другая. Это могут быть и те люди, которые, ну, в принципе, хорошего тут ждать не приходится. Поэтому, может быть, вам нужно будет и решение какое-то принимать, не исходя из совета посторонних, а вам самим. Вам, может быть, какую-то правду придется добывать буквально по тому или иному вопросу, и при этом даже взаимодействуя с людьми, понимать, что то, что вам транслируют или говорят, это как минимум нужно делить надвое, сохранять самого себя или саму себя. У вас открытый путь. И здесь как жизненный путь. Но для кого-то это может быть поездка или возможность поездки, возможность переезда, для кого это актуально. Сердце выпадает, мои дорогие. Сердце– это любовь, взаимоотношения, взаимоотношения в паре и у кого-то решение личных вопросов, именно по части личной жизни. И какова бы ни была история, мы все разные, но вот эта победа говорит о том, что, как и какие-то долгоиграющие, затянувшиеся истории, сложные, может быть, по части личной жизни наступает период делать выводы, правда, и вам от этого будет легче. Потому что если, ну, уже понятно, никуда не идет, да, и наша история совместная, то тогда с этим тоже нужно что-то решать. Как будто освобождая место, тогда придет другой человек в твою жизнь, и твоя жизнь, она будет более полной, более насыщенной. Но пока мы даже словно ментальное пространство не вычистили, и пусть мы находимся сейчас, по сути дела, один или одна, но наступает время, значит, тоже где-то и мысли, ну, где-то так правильно рассортировать или сказать для себя какую-то правду. Поэтому у кого-то наоборот это могут быть вопросы, когда вы примиряетесь, почему нет. А для кого-то это может быть и знакомство в дороге даже. Ну, может быть и само по себе знакомство, но и дороги как будто тоже есть. Может быть, это уже ваша душа просит каких-то новых контактов, новых людей, свежих впечатлений. Но кто-то будет выстраивать свою траекторию на более далекий период, потому что вот если как жизненный путь. Не для вас закрытых путей, в принципе. Я не вижу даже для вас помех. Ну, если мы говорим с людьми аккуратнее, ну, то куда мы их денем? Правда, у нас в нашем окружении очень часто бывают люди такие хитрецы, ловкачи, поэтому просто нужно быть бдительным. Я не вижу больше совпадений, поэтому давайте наш второй расклад уже продолжим и основные вехи жизненные рассмотрим, как любовь, деньги, благополучие и работа, прогресс, ваши достижения. У кого-то учеба, у кого-то встречи, важные консультации, согласования, документы. Итак, как изменится ваша жизнь? Что будет из прошлого и что будет нового в области или в сфере вашей личной жизни, любви, взаимоотношений? Как изменится ваша жизнь, деньги? Как изменится ваша жизнь в части вашего благополучия? Что будет меняться по работе, по вашим планам, по каким-то важным контактам? Одним словом, все то, что вы намереваетесь осуществить. Итак, в любви давайте будем смотреть, что изменится. Да вы уже сами что-то хотите поменять. Или вот эта тройка, она хорошо обрисовывает будущее. Но наша девушка не торопится, она как будто притормозилась, остановилась на полдороги. Именно она ждет, ну, может быть, как волну, она с серфингом стоит, да? Ну, вот не время ломать, вот я должна сказать планетарно, февраль– это не тот месяц, несмотря на то, что будет очень много, может быть, метаморфоз, какого-то сумбура и нашего желания быстрее что-то изменить. Но, тем не менее, мы здесь не крушим, не ломаем. Мы, к примеру, не уходим с места работы, так вот хлопнув дверью, мы что-то не бросаем, не рвем, иначе нас будет рвать изнутри. Мы будем, ну, себя, по крайней мере, мы рискуем вот в такую пучину мыслей вогнать. То же самое касается личной жизни. Да, если вы уже принимаете решение, вот какой-то период для того, чтобы мы как ментальное пространство привели в порядок, тоже вам потребуется. Но
как будто и к прошлому-то она тоже повернулась спиной. И вот по части любви. Так что же к вам идет из прошлого или что есть прямо сейчас? Есть какая-то дружба. Здесь нам не о страсти. Здесь могут быть и люди семейные, или какие-то пары, у которых длительные взаимоотношения. И тут посмотрите, перерождение. Я допускаю, что кто-то из вас, может быть, остался один или одна. Меня смотрят люди из разных стран, потому что, ну, нет рядом с вами партнера по разным причинам. У кого-то это все-таки на фоне недопонимания, или когда мы стали совершенно чужими, мы совершенно разные. И здесь все-таки с учетом шестерки кубков вы можете договориться. Может быть, и люди на расстоянии, какая-то длительная история. Она тоже требует прояснения, или вот трансформация. Это карта трансформации, перерождения, как здесь прописано, трансформации отношений, либо перевода на новый уровень отношений. Я вполне могу допустить, что вы подошли к тому этапу, когда даже прежние какие-то контакты, связи, пары, да, может быть, и проживали вместе, встречались, а тут задумаются оформить отношения. И то же самое наоборот, да, если были де юре отношения, а де-факто их уже давным-давно нет, наступает тот период, когда мы должны определиться. Если мы захотим, но не только мы, это должен быть как бы взаимный энергообмен. С другой стороны, это тоже должен человек хотеть этого же. Но вот когда есть желание с двух сторон, тогда мы можем и примириться, и договориться. Любовь. А что же нового? Подведение итогов. Изящное завершение, скажу словами Колет Барон Рид. Изящное завершение прошлого. Правда, вот эта трансформация. И все же, что нового? У кого-то напрямую вопросы дома. Я могу допустить, что и правда у кого-то по имуществу, может быть, люди разъезжаются, дети уезжают. Здесь много эмоций будет по части личной жизни. Здесь и много сомнений, да, может быть, и обид, мои дорогие. А тем не менее, по королю мечей нужно что-то решить рационально. И поэтому рационально мы уже не раз с вами говорили за наш расклад. У кого-то и будет проигрываться именно официальная инстанция, и кто-то будет порядок наводить в жизни не только вот мысленно, но и буквально документально. И здесь вы можете, ну, как пересматривать, к примеру, брачные договоры или вообще как-то вот вашу конфигурацию продолжения отношений. Но несмотря на то, что много эмоций, нужно какой-то рациональный итог из всего этого вынести. Иногда по этой карте проходят люди, которые специалисты, те, которые работают по приказу, иногда военные проходят, ну, люди в погонах, да. Но погоны не только это военные, разные погоны бывают. У кого-то и таможня, может быть, тут какие-то вопросы, которые связаны с личной жизнью, переездом. Почему нет, кстати? Да, и как это вот все сделать правильно. Кто-то может обращаться к юристам, к адвокатам, у кого какой вопрос касается. Кстати, иногда проходят также и врачи, да, это тоже есть те специалисты, которые работают в рамках собственных полномочий. Но карта говорит, что есть у тебя рак, как будто какой-то вопрос, который тебе не нужно крутить по кругу, да, свои мысли, а узнать, может быть, конкретно, как работает закон или как ты можешь что-то осуществить. Давайте я достану вот на сегодняшний момент карту совет, потому что тут у каждого свое. А как будто идти вперед придется. Смотрите, восьмерка чаш. Время делать важный выбор. И у каждого, конечно, он будет свой. У кого-то те, кто в паре, у кого все хорошо. Значит, в вашей паре есть какая-то тема, которую вам все равно нужно решить, но в каком-то новом ключе. И, может быть, вот консультации вам совершенно и необходимы. Но точно, как вот рациональная голова или какой-то эксперт вам может помочь решить вашу личную жизненную ситуацию. Что в деньгах, что изменится. Туз жезлов часто делит нашу жизнь на период до и после. А что это было до, давайте? Что из прошлого? А из прошлого какая-то путаница у вас, кстати, по деньгам. Вы могли понадеяться, вот, кстати, в деньгах на тех людей, на которых не надо было надеяться, а понадеялись, потому что либо какой-то проект цеплял, либо, может быть, вкладывались вы во что-то. Может быть, буквально вы какую-то историю продолжали, и какие-то инвестиции, да, были, или помощь ваша кому-то. А здесь вы понимаете, что человек конкретно вам на помощь не придет. Здесь вам опять же, вот посмотрите, император.
Да, эта карта мы называем Овна, но вот как раз те планеты, которые в Овне встречаются, есть какая-то задача, которую нужно решать как в новом ключе, в новом порядке. Где-то ведь по аркану император как раз и идет дисциплина, порядок, правила, законы, опять же, или какие-то постулаты. Это организация, власть. Поэтому вот вам нужно, может быть, и документ какой-то оформить, чтобы это было красиво и по закону, ну и буквально вас тогда будет это беречь. Мы тут не идем, даже это пусть по части денег. Может быть, высокие инстанции вам совершенно будут какие-то необходимые или узнать, как вы можете осуществить какой-то проект. То есть сначала мы узнаем, как будто на берегу, а потом пытаемся что-то организовать. Вот вы как бы дошли до той точки, когда вы смогли столкнуться с законами или с каким-то правопорядком, кстати. И вам это, ну, тут нужно переделать, передумать, сделать, осуществить в согласии с законом. Этим самым будет больше стабильности. Хорошо, а что нового идет по части финансов? Тут могут быть и новые проекты, тут могут быть новые возможности. Или в целом нам говорит карта, что если ты, может быть, это у кого-то деятельности индивидуальной касается, к примеру, да? Или пусть это обычной даже работы, кто-то ищет работу. Вот для вас важны надежные организации, надежные люди. Вам нельзя попасть в какой-то информационный хаос, и поэтому, кто ищет работу, отдавайте предпочтение, опять же, чему-то проверенному, стабильному, надежному. И не то, пусть вам обещают, допустим, в какой-то организации поменьше денег, а в какой-то вас так, знаете, радужными мечтами пытаются купить. Вот нет, вот на это точно нельзя поддаваться, потому что стабильность в основе практически ваших, ну, где-то денежных поступлений будет лежать, это факт. Вас должно что-то радовать, что нового идет. Тут, по сути дела, какая-то возможность. Да дважды, трижды. Для кого-то из вас это отношения в паре, вы посмотрите. Когда личную жизнь вы обустраиваете, решаете какие-то, ну вот, конкретные вопросы, может быть, и по дому даже. Так тут и деньги выравниваются. У кого-то деньги партнера буквально от того, как вы взаимодействуете или решите какой-то ваш вопрос в личной жизни. Может быть и так. Не обязательно любовь. Тут к личной жизни и личные достижения, и место проживания, земные вопросы, мои дорогие, император и императрица. И двое людей, ну, несколько сложно, может быть, договориться, потому что у вас 2 статусные карты, мои дорогие. Это о чем то говорит, и это деньги. Здесь и статус, может быть, делать, строить карьеру где-то, где-то рассматривать дополнительные методы дохода. В целом это выстраивает ваше благополучие. И потенциал у вас на февраль, до конца февраля огромный. Но договариваться придется. Сильная позиция императрицы, она в том и заключается, что император, да, мы иногда говорим, есть 2 мнения, мое и неправильное. Вот вы можете сталкиваться с такими людьми, которые вам говорят о каком-то законе, а вы вообще не можете понять, да что это за закон, как это, какое имеет ко мне отношение. Значит, первое нужно разузнать, или первое, предшествующее еще вот этому первому или началу. Держать дипломатию, мои дорогие, придется, потому что договариваться как будто придется, но вы от этого получите волшебный эквивалент, ваше благополучие. Ну вот как будто и не туда, и не сюда девушка смотрит в окно. Что из прошлого влияет? А вот посмотрите, у вас какие-то были дороги, может быть, конкретно какая-то была ситуация при дороге. По этой карте может быть и желание переезда. Для кого-то из вас ваше благополучие, когда ты буквально смотришь и осваиваешь новые горизонты. Иногда по этой карте и проходит, когда мы обучаемся. Исследуем новое, именно как исследуем, учимся чему-то, набираемся мужества сделать следующий шаг. Ведь всегда по шестерке мечей, и это, внимание, карта заслуженного успеха. То есть вы уже имеете какой-то базис, вы уже что-то сделали хорошо, но вам как будто конфигурацию нужно поменять, трансформацию, по сути дела. Не ломать все вот на ходу, да, в ноль, а из того, что вы имеете, это каким-то образом адаптировать к дню сегодняшнему. Что еще из прошлого? Ну, уже были какие-то и прежние планы, были у вас, может быть, и мечты, какие-то желания, но вот более рационально нужно их перенести, не дожидаясь какого-то момента, нет, а именно у себя как будто спросить по части благополучия. Как я все то, что
я имею, чем я обладаю. Имеется в виду ваши знания, безусловно, потому что мечевая карта – это интеллект, какой-то ваш профессионализм и мечта, безусловно. Но у кого-то напрямую по нулевому аркану именно дороги проходят тоже, путешествия. Может быть, это желание переехать куда-то далеко. У кого-то удаленная работа и работа из любой точки мира. У кого-то просто поменять, улучшить жилищные условия. Тоже как задача. Но вот такого рода разные вопросы могут стоять, и об этом вы уже как будто думаете. Вы уже смотрите в будущее. Так а что же идет на ваш порог, будем говорить, или как изменится ваша жизнь? Приготовьтесь к тому, что вам действительно придется даже где-то узнавать законы, или вы можете получить какое-то известие, или как гонец буквально на ваш порог придет. Когда вы что-то услышите, узнаете или получите сам по себе документ, и вам нужно действовать быстро, вы можете столкнуться с тем, что вам придется аркан-маг, великий практик, в практике вашу, может быть, задумку более конкретно обозначить. Ведь эта карта, с одной стороны, аналитики, критического мышления, с другой стороны, это, по сути дела, нам приходится перестраивать свою жизнь. И у вас благополучие стоит на кону. И совершенно разные карты. Вот посмотрите, рыцарь мечей, мы ищем правду, истину, и мы ее находим. И тут нам может что-то не нравиться, но истина, она именно такова. Или закон есть закон. Это нужно принять во внимание. И мы рискуем застрять, если не начнем что-то прояснять сами, мои дорогие, или что-то делать сами, аккуратные шаги, бою и быть готовым корректировать что-то. На ваше благополучие конкретно где-то может оказывать влияние и знание законов, или где-то даже скорость. Скорость – это не в том, что, опять же, мы что-то ломаем, а когда мы скорее куда-то быстрее отправляемся, чтобы внести ясность в нашу жизнь. Вот чем больше вы ясности внесете, тем вы сами словно маг и волшебник. От этого зависит благополучие. И ни одна карта нам, по сути дела, не сказала о прошлом, даже на прошлой позиции. Вы как будто знаете, как вам действовать. Метод знаете, да, как кодовое слово. Не случайно карта мага. Осталось это только переложить на реальность и сделать какие-то первые шаги. Ваши достижения, работа, может быть, у кого-то бизнес, ваши планы. Ну, возможно, есть и конкретный человек, с ним вы где-то связываете планы. Возможно, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня или имеет там асцендент, да, Овен, Лев, Стрелец. Но это вам самим где-то для ваших планов необходимо быть в этой энергии. Сильная позиция у королевы жезлов строится именно от того, что она очень много пережила. Ее жизнь заставила много раз подниматься с колен. Вы часто слышите в моих раскладах, и это не просто так, да, она надеется сама на себя. И все карты, которые нам выпали, тут действительно тоже призывают вот именно, как и продумать, навести порядок в жизни, в мыслях и на что-то решиться. И при этом у вас выпадали значения, да, мы тут говорили, маска с вами совпала, будь аккуратен, ну, змея где-то тоже. Поэтому королева жезлов, вот она никому ничего не говорит, кому она, что она собирается делать и чего не собирается. Храните себе тайну, вам это будет помогать, мы уже не раз об этом говорили. Чем меньше о вас знают, тем вы лучше спите. Вы имейте в виду также, что идею, мечту можно украсть. И мы часто, бывает, все не решаемся, а с одним поделились, со вторым, с третьим. В итоге мы видим, что кто-то нашу идею взял и воплотил в жизнь. Вот у кого-то и так может проиграться, поэтому будьте готовы исполнять свои мечты сами. Что из прошлого к вам приходит? Но опять же, вопросы благополучия. То есть у вас сейчас уже сильная позиция. Это на самом деле так. Это касается, и, как и ваших дальнейших планов, но как будто есть от чего оттолкнуться. Ну, может быть, тылы вам нужно сейчас в какой-то позиции сохранять, это факт. Для кого-то из вас деньги, да, которая сумма вот есть прямо сейчас, или то, чем вы располагаете. Тут надо будет, скорее всего, как-то этим правильно распорядиться. Для кого-то это, правда, вопросы дома, то есть решить какие-то земные вопросы. Но старт замечательный, и есть именно какое-то начало. А если что нового, да, мы будем говорить, верховная жрица – это опять же есть какая-то тайна, это вы храните тайны. Мы говорили черный кот рядом с королевой.
Но, может быть, и есть человек, какое-то взаимодействие, может быть, это партнер по бизнесу или пусть это работодатель, вы тоже не можете его просчитать, или конкретный человек, или ситуация, которая связана с инстанциями, вы тоже не знаете, чего, куда, к чему это дело идет или клонится, да? Поэтому молчание вам помогает. Так что же нового? Пара. Для кого-то может быть и новое знакомство, причем вы решаете вопросы по части бизнеса, работы, ваших достижений, учебы или, может быть, осуществляете поездку или переезд. Вы именно заняты каким-то своим делом. Поверьте, вы можете познакомиться с человеком. И это будет с какой-то дружбы. Или пусть это не дружба, может быть, это когда даже люди, тут все-таки двое сильных людей, ну, которые так, каждый на своей волне. Где-то карта подсказывает, что не надейся на обещания. Вот все-таки тут харизматичный лидер, задача самому стать лидером. Но это тот, который больше руководитель, который сам говорит, что нужно делать. Вот может быть для вас напрямую строить карьеру, вам говорят. Прекрасное время. И даже если вокруг тысяча каких-то неопределенностей, слушайте интуицию. Вот, кстати, королева жезлов, она умеет слышать интуицию. Что такое интуиция? Это тандем интеллекта и пережитого опыта. И тогда оно выстраивается все в красивый узор. Вам не обязательно участвовать во всем. Ваше время занимать лидерские позиции, мои дорогие. Свои мечты осуществлять, чтобы был праздник жизни. А ведь правда, время задуматься о карьере. Время, может быть, продумать и личную историю, и финансовую. Посмотрите, у вас, по сути дела, две пары. Может быть, и карта дома, карта семьи. Время задуматься, потому что правильные партнеры, они для вас не только тылы формируют, но, может быть, это и тот человек, с которым вы себя будете чувствовать намного стабильнее, надежнее. И значит, тогда вот воплощение ваших планов или вот этот заслуженный успех, он как-то к вам придет, возможно, быстрее. А самое главное, вы будете себя чувствовать более счастливыми. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я вас благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. И на февраль, там есть и гороскопы, там есть и статьи по психологии. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.